Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «И грянул Грэм». Сегодня у нас очередная передача, очередной наш гость. И сегодня мы продолжим нашу беседу о качестве информации. И я хочу прежде всего связаться с нашим гостем, который находится далеко от нашей студии, но близко, как говорится, по нашей теме беседы. Итак, представляю Дмитрий Теперик. Это руководитель Центра информации о безопасности и обороны в Эстонии. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, здравствуйте. Ну что ж, прежде всего, вы знаете, хотелось бы задать такой вопрос о том, что за центр вы представляете, что это за организация, чтобы наши зрители и слушатели могли лучше представлять, так скажем, круг ваших занятий и вашу ответственность. Наша организация была основана как гражданская инициатива, то есть некоммерческая организация, платформа для сотрудничества в 2012 году. То есть мы уже действуем 13 лет и в основном занимаемся разными проектами и программами, связанные с информированием жителей Эстонии о тех вызовах безопасности, которые, как мы видим, к сожалению, вот за последние 10 лет становятся все более сложными, многогранными и переходят из физической среды в среду дигитальную, в цифровую. То есть вот совсем все, что связано с информацией, с коммуникацией, а также с манипуляциями в информационной среде, мы работаем, тем самым повышая осведомленность жителей. В основном это русскоязычные жители Эстонии, но не только. Так вот, да, повышая их осведомленность о рисках и давая им полезные инструменты от того, как они могут какие-то риски, ну, если не полностью избежать их, то хотя бы снизить их вероятность. Вот я хотел бы задать вопрос, чтобы определить термины. Очень часто у нас сейчас как бы типовое слово – это фейки. Вот Ну да. хотелось бы именно от вас, как специалиста, услышать, вот существует какое-то четкое определение, что такое фейк, чем отличается фейк от знакомой людям моего поколения утки, вот, или это просто, как бы, можно сказать, ложная информация, но есть что-то такое, вот, что четко определяет, что такое фейк. Э, Ну, такого четкого определения нет. Я знаю, что многие специалисты как в Европе, так и в Соединенных Штатах, ну и, разумеется, в других странах, которые подвержены информационным манипуляциям, пытаются этому дать какое-то определение. Но я сам, конечно, больше склоняюсь к тому, чтобы использовать в наших тренингах, ну, в разных мероприятиях обучающих и также в каких-то обзорных статьях термины, которые более-менее, так сказать, несут какую-то смысловую нагрузку, поскольку фейк может быть действительно все что угодно. Это может быть обыкновенная простая, ну, выдумка, да, это может быть, я не знаю, какая-то недостоверная информация, кто-то что-то не проверил и где-то у себя опубликовал. Это может быть информация, содержащая злонамеренную, значит, часть повлиять на ту или иную позицию человека. То есть, ну, под фейком можно, по сути, все что угодно рассмотреть. И, конечно, оно, если думать про то, как оно взялось, и вспоминая события в Соединенных Штатах Америки, почему оно так разошлось, когда все стали говорить о фейковых новостях, да. Ну, для меня, конечно, фейк-ньюс — это тоже странно, когда одно слово опровергает другое, поскольку, ну, сами по себе новости, они же не могут быть, ну, ложными. То есть предполагается, что новость, она все-таки должна быть абсолютно правдивой и содержать уже проверенную информацию. Но фейк звучит хорошо, это привлекает внимание, если говорить о характеристиках, определяющих
этот термин, почему многим экспертам по медийной и цифровой грамотности нравится использовать это слово. Но, конечно, как я уже сказал, есть более точные термины, и, во всяком случае, я точно знаю, что и в Европейском Союзе есть инициативы, которые пытаются все-таки как в академической среде, так и в среде политической принять четкое определение, что же такое все-таки есть, допустим, дезинформация, что это какая есть ложная информация, вредоносная информация. Но и фейки там, конечно, нигде не проходят. То есть это более такое простонародное слово, хотя полностью, конечно, заимствовано из английского языка. Ну, так как говорится, бог бы с ним, что оно заимствовано. Главное, чтобы оно несло такую узнаваемость. Вот я, наверное, думаю, что ваша вот эта игра, знаменитая игра, я из разных источников слышал про нее, «Охота на фейки», это же тоже как бы для очень многих людей, особенно молодых, это как бы сразу, как говорится, определяется какой-то смысловой ряд. Как вам вообще пришла в голову идея и когда создать вот такую игру, и в чем она заключается? Да, идея родилась несколько лет назад, и в сотрудничестве с партнерами из Литвы, и они являются как раз-таки теми, кто этот проект ведет, и благодаря, скажем так, духу балтийского сотрудничества, что очень приятно, что страны Балтии решили этот проект сделать вместе, но литовские партнеры запустили его у себя первыми при поддержке Google. То есть тот грант, который они получили от Google, позволил нам разработать эту игру, и литовские партнеры ее запустили в Литве на такой, скажем, пилотной фазе примерно год назад. И учитывая, скажем так, все ошибки или какие-то недоработки, обратную связь, которую они получили от пользователей этой игры, а также от учителей, они ее усовершенствовали, и после этого следующий этап пришел уже на Латвию и Эстонию. Ну и вот наша организация и наша команда в том числе занимается распространением этой игры в Эстонии. Теперь, говоря про эту игру, да, «Охота на фейки», мы специально адаптировали это название на русском языке так, чтобы оно привлекало внимание целевой аудитории. А мы говорим про школьников. Это школьники примерно 8, 9, 10 класса. В основном это как раз-таки те молодые люди, которые большую часть своего времени проводят в онлайн-среде, в цифровом среде, либо, конечно, играя, либо общаясь, либо просто листая ленту в ТикТоке или в других социальных сетях. То есть они находятся под, я бы сказал, таким массивным информационным потоком, где им все сложнее и сложнее различать правдивость информации, а также их фокус внимания, конечно, рассеивается, поскольку постоянно листая ленту, у них теряется способность фокусироваться, скажем так, на какие-то длинные тексты, на возможность выстраивать свою аргументацию последовательно и логично. Так вот, в этой игре как раз-таки ситуация смоделирована таким образом, что в знакомую среду для школьников, именно в школу, приходит якобы эксперт, чью компетенцию им, соответственно, надо проверить, или подставить под сомнение, и при этом у них вот есть возможность выстраивать свою аргументацию, проверяя те или иные, значит, утверждения, которые этот эксперт, мы знаем, что он псевдоэксперт, значит, который этот псевдоэксперт выставляет, и, соответственно, понимать, они основываются либо на фактах, либо на каких-то вот выдуманных историях. Но самое главное, как я уже сказал, чему эта игра учит, она специально разработана на один школьный урок, то есть примерно ее можно пройти за 35-40 минут, чтобы учителю оставалось время сделать введение, потом эта игра и, соответственно, подвести итоги, сделать выводы. Так вот, за это время игрок, ученик как раз-таки получает, я бы сказал, такую эссенцию, концентрированную дозу того, что значит критическое мышление и как правильно выстраивать свою аргументацию, если кто-то сталкивается с необходимостью проверить утверждения, найти факты и сказать, почему
кому-то стоит доверять, а кому-то не стоит доверять. Это, конечно, очень коротко, если сейчас так рассказывать про эту игру, поскольку, да, интерактивная компьютерная игра лучше всего себя показывает, когда в нее играть, а не рассказывать про нее на экране. Ну, это понятно. Но вот есть один очень интересный момент. Вы упоминаете вот эту процедуру верификации. Одна вещь, с которой вот я сталкивался в разговорах с людьми, касается очень часто повторяемого источника, который называется анонимный источник в каких-то структурах, анонимный источник такого-то издания. То есть дальше возникает вопрос: некто анонимный дал какую-то информацию. Вот с вашей точки зрения как эксперта, а как можно проверить, верифицировать информацию из вот такого анонимного источника? Ну, на самом деле тогда, в таком случае эти возможности очень ограничены. И здесь, мы, к сожалению, сталкиваемся с относительно эфемерным понятием, как доверие. Поскольку доверие ведь тоже очень сложно измерить. И, если говорить про, так сказать, ведущие, средства массовой информации, медиа, которые себя хорошо зарекомендовали, ну, в разных странах. Всегда можно приводить там классические примеры, BBC, там, или Deutsche Welle, или каких-то других там национальных телерадиовещательных компаний, но уровень доверия к которым, все-таки стабильно высокий, и они придерживаются вот своих, я бы сказал, достаточно строгих стандартов. Так вот, если они упоминают, то, что получили достоверную информацию от анонимного источника в каких-то структурах, то, конечно, учитывая, вот как я уже сказал, уровень доверия, то, скорее всего, читатель или зритель, будет им доверять. Вы упоминаете слово «доверие». Доверие очень близко с верой. И тут мы просто-напросто переходим на такую достаточно зыбкую почву, потому что известно, что человек более доверяет тому, что соответствует как бы близко его личным взглядам. Вот в своей работе, как вы работаете с теми людьми, которые придерживаются изначально, априори, других взглядов на какие-либо события? Как вы убеждаете их в своей правоте и в том, что они базируются на неправильной информации? Ну, сам процесс убеждения, на самом деле, он очень трудоемкий, и, как показывает практика, полностью переубедить кого-то получается очень редко. Человек может изменить свои взгляды и позиции, особенно если это человек молодой, у которого, может быть, взгляды и позиции еще, скажем так, не совсем фундаментально устоялись. Так вот, он или она эти взгляды может изменить, действительно, исходя из там, личного опыта, если услышит или увидит ту информацию, которую он тоже начнет доверять. Так наша с вами устроена психология, что с возрастом и с опытом, который мы приобретаем по жизни, наши взгляды и мировоззренческие позиции все более становятся такими негибкими, Закостенелыми, да? да, закостенелыми, и изменить их только путем убеждения практически, ну, если возможно, то это требует очень много больших усилий. И в том случае всегда я со своей командой, мы себе задаем вопрос: «А зачем?» То есть зачем кого-то переубеждать в там, той или иной своей там, правоте или каких-то взглядах. В принципе, разнообразие взглядов и трактовок само по себе неплохо, может быть, даже наоборот хорошо, если оно не несет ну, угрозу того, что общество поляризуется, если люди ну, из-за вот разных взглядов прекращают между собой общаться. Если они общаются между собой, также обмениваются ну, мнениями и ведут себя как, скажем так, полноценные граждане, осведомленные граждане там, свободного демократического общества, ничего в этом плохого нет. Но если вот именно из-за разных позиций они прекращают между собой общаться, обмениваться мнениями, то есть они поляризируются или, хуже того, что радикализируются и начинают против друг друга планировать или осуществлять какие-то там
вредоносные или злонамеренные действия, вот это проблема. Тогда это уже угроза, в том числе с точки зрения, как говорится, безопасности. С этим, разумеется, надо работать и понимать, откуда люди настолько убеждены в чем-то, что может нести угрозу, как говорится, безопасности. До тех Изучаете, пор... я прошу Да. прощения, изучаете ли вы явление, я думаю, что изучаете явление информационных пузырей, которые активно формируют те же самые социальные сети. Это мы как бы уже все сталкиваемся, и мы журналисты, я думаю, и для вас это тоже определенного рода должна быть проблема. Человек сидит в своем пузыре, он слушает то, что ему нравится, он доверяет только тем, кто ему нравится, и как его из этого пузыря извлечь, я вот, например, даже не очень себе представляю. А у вас есть какие-то идеи, какие-то наработки, как вообще бороться с этим, с этой бедой, как говорится, когда все сидят по своим пузырям и совершенно не хотят слушать доводы другой стороны? Да, я думаю, что это та проблема, которая, скорее всего, если еще не стала, то станет таким хроническим социальным заболеванием, от которого человечество не избавится. То есть мы за эволюцию нашу с вами приобрели много таких социальных заболеваний, будь то это, я не знаю, те же самые там коррупция или, ну, и так далее. То есть это, мне кажется, вот одно из тех социальных заболеваний, которые теперь будет нас постоянно сопровождать. И единственное, что мы можем сделать, это только пытаться вместе снижать последствия этого социального заболевания, что люди все равно настолько прилипли к своим смартфонам и разным социальным сетям и потребляют ту информацию, которая им нравится или доставляет удовольствие, что от этого очень сложно любыми методами бороться, там, запрещать телефоны, не знаю, там, в школах или еще где-то. Ну, это можно, но я говорю, что полноценно этого не победить. Какие могут быть способы, чтобы, как я уже сказал, уменьшить влияние? Это создавать среду, где люди могут между собой открыто общаться без боязни там, преследования или какого-то осуждения по разным темам. Причем эту среду можно создавать не только, знаете, так сказать, в выходной день где-нибудь у себя во дворе, хотя это тоже можно, но эту среду можно создавать и на работе, поскольку, в принципе, рабочее место это тоже там, куда приходят люди с разными взглядами, с разными мнениями. Да? Единственное, что вот, может быть, сейчас, как мы вот даже выяснили, во многих рабочих местах люди избегают говорить на те или иные чувствительные темы, поскольку они боятся, что это может как-то быть, не знаю, наказано. И тогда включается такая самоцензура, которая, наоборот, еще способствует закрытию и усугублению того, что люди будут оставаться в своих информационных, как говорится, пузырях. Поэтому, да, все работодатели или все гражданские организации, или все те, которые могут создать среду, где люди хотя бы там, раз в день на полчаса или на час могут обсудить разные темы, ну, в рамках приличия и вежливости, конечно, мы же не говорим о том, что они там должны прям сталкиваться и выяснять отношения, но это может помочь. Это может помочь им хотя бы осознать, что есть и другие точки зрения, и другие позиции, но они могут мирно сосуществовать, как говорится, каждый остается, как говорится, при своем, пока мы движемся там, к каким-то общим целям ради блага общественного и экономического. Но это Вот. я сейчас описываю, конечно, очень сложно, наверное. Не, ну почему? Тут как раз эти интересные же вещи сразу вопросы дальше появляются. Вот одно время было как бы такое движение, ну это можно назвать цензура, не цензура, но контроль за содержанием соцсетей. Мы не будем название, тут дело не в этом, а именно в принципе, что вот это можно постить, а это размещать вот нельзя. Сейчас происходит какой-то такой другой процесс, как бы маятник качнулся в другую сторону, что нет, все-таки давайте будем все, как говорится, размещать. Вы видите вот в этом опасность? Что опаснее?
определенного рода редактирование лент социальных сетей, там, да, не хочется употреблять слово цензурирование, но смысл тот, да, Мгм. либо открыть вот это, как говорится, полностью шлюзы, но понимая, что нас может смести волна вот этих пресловутых фейков. Как найти вот эту среднюю, как говорится, золотую середину? А, Это действительно хороший вопрос, и я не хочу упоминать слово того, что я верю, скажем так, но я сторонник все-таки силы эволюции, да и учитывая мое первое образование биологическое, я все-таки думаю о том, что человечество в целом и люди, говоря не только, конечно, про биологическую, но и социальную эволюцию, могут научиться справляться если не со всеми, то с многими вызовами, если они, конечно, этого сами хотят. Те, которые не адаптируются и не учатся, ну, соответственно, они тогда получают те неблагоприятные последствия, которые от этого следствуют, ну, идут. И здесь бы я бы сказал того, что, цензурировать или редактировать, или нет, ну, как я уже сказал, те, кто ищут информацию разного толка, они всегда могут ее, как говорится, найти. Если не в одной социальной сети, они пойдут в другую социальную сеть. Если одна социальная сеть, скажем так, ответственно относится к тому, кто и что там постит, то другая этого не делает. Соответственно, если люди хотят получить вот широкий спектр информации, они, скорее всего, пойдут в ту социальную сеть, где они получат все. Поэтому я не совсем, да, сторонник того, что надо все цензурировать и редактировать. Я бы больше направлял усилия, как я уже сказал, на повышение, ну, вот таких навыков эволюционных людей, которые понимают, что они вот уже оказались в ситуации, где, ну, скажем так, газета не газета, телевидение не телевидение, социальная сеть не социальная сеть. Понятно, что не все с этим могут справляться, и надо помогать более уязвимым группам. То есть это могут быть, как я уже сказал, с одной стороны, допустим, молодежь, или с другой стороны, это могут быть люди там, престарелого возраста. Ну, уязвимость может быть разная. Но, в принципе, тогда задача уже помогать именно более уязвимым группам, скажем так, адаптироваться лучше. Но остальные, да, пусть эволюционируют вместе с этим потоком. Потому что иначе мы слишком можем заиграться в это регулирование, редактирование и цензурирование. Мне кажется, тогда слишком много ресурсов будет идти, как говорится, на это. Как я уже вот привел примеры, у людей защитная реакция тогда уходить в свои информационные пузыри, включается самоцензура по некоторым темам, по которым она бы могла бы не включаться или вообще бы должна не включаться. Мне кажется, для развития демократии это тоже плохо. А вот культура отмены, которая, опять же, про нее говорят последнее время, может быть, в самое последнее время не так активно, но все равно упоминают, она не нанесла определенного ущерба вот как раз понятию свободного выражения мнений, потому что когда появляется, условно говоря, определенный такой значок о том, что вот про людей вот этих говорить плохо нельзя, даже если тут нету никакого национального подтекста, а чисто персональный. Ну и, как известно же везде, в семье не без урода, и, как говорится, с одной стороны, когда вот говорят о том, что не будем даже про политику, вот, допустим, говорят, нельзя говорить, что это толстый человек. Вот. Даже сейчас даже не знаю, можно, правильно ли я слово употребил, но я беру про себя. Вот. Меня трудно назвать человеком изящного телосложения. Так вот, говорят, что нельзя так говорить, он обидится. Но с другой же стороны, какой смысл городить кучу слов, когда есть совершенно понятное определение? Оно не то, чтобы оно было бы оскорбительно, оно просто было всегда, и это отражение факта. Ведь об этом же можно сказать и с сожалением, например, с сочувствием. Мне кажется, что это очень тонкий момент, и как раз вот вы изучаете это явление? Ну, отчасти, да, мы изучаем, и я считаю, что сам феномен культуры отмены — это
я бы сказал, плохой показатель того, куда мы можем прийти, поскольку, да, цитируя некоторых классиков, да, а судьи кто? Кто в конце концов решает, что можно говорить, а что нельзя, что является хорошо, а что является плохо. Ну, понятно, там в разных культурах есть, скажем так, свои, как говорится, моральные компасы, и хорошо бы действительно все-таки различать черное от белого и доброе от злого. Но в общем, как я уже сказал, да, когда кто-то решает под давлением, я не знаю, какое-то общественного мнения, хотя это тоже достаточно такое эфемерное понятие, кто это общественное мнение формирует, так вот, когда кто-то решает под давлением этого общественного мнения, что надо кого-то за что-то наказать, мне ну, кажется, это чрезмерной реакцией. То есть если у нас есть определенные законы, скажем так, если кто-то совершил какое-то правонарушение, ну, неважно, административное, криминальное, ну, вот, скажем так, и это согласно закону, как говорится, должно быть покарано, ну, тогда для этого есть специальный, как говорится, механизм. Все, что устраивает, скажем так, публичная порка или вот эта культура отмены, как говорится, мне кажется, это мы опять себя загоняем, ну, в ту историю, которая в основном вредит, принципам демократии. И в конце концов, для чего мы, образовываем свое население, работаем с информационной и медийной грамотностью? Для того, чтобы, ну, сохранить, демократию. Поскольку, ну, в других странах, где другие режимы, они об этом заботятся мало. Они заботятся больше именно как раз таки, а, о том, чтобы все думали одинаково, чтобы там была вот, условно говоря, чистая повестка дня, и чтобы все там любили или поддерживали, как говорится, вождя, партию или еще какие-то взгляды. Поэтому, да, четкие понятия у слов, которые есть, действительно, ну, другого ничего придумывать не надо. Опять вспоминая эволюцию, скажем так, если кто-то хочет кого-то обидеть, он или она всегда для этого способ найдет разными словами или разными действиями. Это раз. О, да. Но с другой стороны, это всегда диалог. Ну, имеется в виду, что мне или вам, или кому угодно можно тоже наговорить разных слов, но их не обязательно принимать всерьез. Тут же вопрос того, что если кто-то хочет обидеть, нам же не обязательно на это обижаться. Знаете, Дмитрий, вот вы упомянули, что вы по первому своему образованию биолог. Я правильно услышал, да? Да, да. Теперь, изучая вот это явление фейков, у вас нету желания заняться их классификацией, как в свое время Карл Линней все живое начал классифицировать? Может быть, у вас есть такое какая-то, вы ведете такую работу, изучая, какие они бывают, чем они друг от друга отличаются, какие у них особенности развития, какие фейки быстро развивающиеся, какие легко гаснут, ну и так далее, тому подобное. Анализируете их? Ну, отчасти у нас, конечно, есть, я бы сказал, такая первоначальная классификация, поскольку все-таки фейки как понятие, с одной стороны, дезинформация была всегда, сопровождала человечество, и ложь так же стара, как и наш с вами вид биологический. Но вот именно то, что их засилие фейков стало видно в разных информационных потоках, благодаря в том числе развитию социальных сетей, конечно, это вот тему актуализировало, и нам надо их как-то классифицировать по полочкам, хотя это, я как говорю, это не универсальная классификация. То есть, условно говоря, информационные манипуляции, связанные допустим, только с политическими какими-то идеологиями, да. Есть, наоборот, информационные манипуляции, связанные с коммерческой наживой. Ну, как мы О, да. знаем, Мгм. кто-то там хочет получить какие-то деньги от кого-то, да. Есть информационные, да, манипуляции, скажем так, домашнего характера, ну, скажем так, в каком-то конкретном регионе. Есть международного характера, когда там одна страна или один режим там вмешивается в выборы или в какие-то процессы другой страны, да. Вот. При этом всем, конечно, никто не отменял такие серьезные вещи, как туман войны, как вбросы от разных спецслужб разных стран, ну, если уж классифицировать, да,
И очень много, конечно, движется информации, которая, такого, я бы сказал, серого, толка. Имеется в виду, что какой-то процент из нее может быть достаточно правдивый и содержать конкретные факты, а все вокруг и вся вот, оболочка абсолютно придуманная и как раз таки сделана для того, чтобы там повлиять на мнение или позицию, кого-то. То есть Поэтому это полуправда хуже чистой неправды даже. абсолютно. Но чистую неправду, кстати, ее всегда легче, выявить. Чистую неправду. Она, конечно, может казаться более привлекательной, ну, для кого-то, там, для некоторых групп. Возможно, в нее там легче верить, в чистую неправду. Особенно если ее там, конечно, постоянно повторять. Ну, информационное зомбирование тоже никто не отменял. Но с точки зрения верификации, чистую неправду очень, ну, относительно легко распознать. В принципе, против нее есть тоже методы борьбы. А вот что делать, с такой полуправдой или что вот сделать, с так называемой неоднозначностью, когда есть много разных трактовок, и вот на это все накладываются все еще культурные особенности, и, и то, что мы, как вот вы правильно заметили, там не хотим или боимся еще раз кого-то там обидеть или задеть, то вот, в этой, среде, конечно, сложно объяснить людям, что, во-первых, да, не всему и всегда надо верить, и не обязательно на основе какой-то информации совершать какие-то действия. То есть, ну, если человек что-то читает или смотрит, или слушает, это, ну, не должно обязательно его побуждать к каким-то действиям. Только если информация начинает, вот Подталкивать, апеллировать, да. подталкивать, да, к каким-то, действиям или к бездействию. Хотя вроде, скажем так, наш мозг с вами понимает, что надо действовать, информация ему говорит, что не надо, потому что бездействие- это тоже осознанный поступок. Так вот, в тех случаях надо задуматься, для кого это может быть выгодным. Мое конкретное действие, к чему меня подталкивает, или мое там конкретное бездействие. Но, судя по всему, люди, даже когда дело касается их лично, способны вот так вот идти, знаете, как тот пресловутый крысолов с дудочкой, он ведет за собой детей, да, так и люди, мы же постоянно слышим про удачные, про сумасшедшие объемы действия телефонных мошенников, которые уговаривают людей, по сути дела, добровольно отдать им деньги. Что уж тут говорить про какие-то более высокие материи. С вашей точки зрения, конечно же, какая аудитория наиболее подвержена злонамеренной информации? Ну, если говорить, с точки зрения использования цифровых технологий, то понятно, что там старые, ну, поколения, они, наверное, не совсем научились еще правильно ими пользоваться. Для них, конечно, вот все эти, как говорится, мошенничества, связанные с вымогательством, их, ставят в такой более уязвимый момент. С другой стороны, если говорить про молодое поколение и о том, как я уже упомянул, что у них, действительно сокращается фокус внимания и умение обрабатывать информацию больших объемов самостоятельно. Я сейчас не говорю там про чат GPT, а именно самостоятельно, чтобы они могли сфокусироваться на что-то, прочитать или просмотреть. И том, что это, в принципе, молодые поколения, те, которые будут принимать решения в будущем политики наших стран и в наших обществах, то я считаю, что они тоже уязвимы, поскольку у них, как мы замечаем, пропадает, интерес, к, ну, решению насущных или будущих проблем. Настолько они погрузились вот в этот, кстати, фейковый мир, если его описывать таким словом, да, потому что он именно придуманный мир, он, конечно, является частью нашей, реальности, но это не физическая реальность, а это вот та самая виртуальная реальность, в которой они проводят все больше, и больше времени, и им кажется, что вот, соответственно, она, та самая виртуальная реальность для них
является, скажем так, более важной с точки зрения идентичности, чем та физическая реальность, которая есть у них за окном. И вот с этим надо тоже работать, поскольку, мне кажется, это тоже уязвимость, если говорить про молодое поколение, что они отстраняются ментально, когнитивно от того, что их ждет. Мир, к сожалению, сейчас, как мы видим, меняется в ту сторону, где больше будет неопределенности, где будет больше непредсказуемости, соответственно, меньше стабильности, меньше тех проверенных алгоритмов, по которым можно, как говорится, двигаться. И все эти вызовы как раз-таки для будущего поколения, не для старшего поколения. Поэтому работать именно с молодежью — это та перспектива, в которой, мне кажется, нужно инвестировать время и другие ресурсы. Ну что, Дмитрий, завершая наш разговор, я хочу сказать, что у меня возникает ощущение, что вы со своими коллегами взялись, конечно, за грандиознейшую задачу, и, как говорится, дай Бог вам сил, чтобы вы могли хотя бы кого-то удержать вот на этой скользкой дороге вот этого информационной всеядности, чтобы люди научились отделять зерна от плевел. Это огромная действительно работа, и я вам желаю от всей души, чтобы у вас были силы, вы встречали больше помощников, и мы были бы очень рады с вами пообщаться еще и еще. Я представлю, у нас в гостях был Дмитрий Теперик, руководитель Центра информации о безопасности и обороне Эстонии. Большое спасибо, Дмитрий, и до новых встреч, я надеюсь. Да. Большое вам спасибо за интервью. До свидания. До свидания.